Друзья мои, всем огромный привет в этот прекрасный день. День сегодня воскресный. И в Одессе, ребята, дождливо. Стучит дождик. Ох, что я вам хочу сказать. Я обещала вам, что я покажу вам продолжение обзора моих хоечек. И вот сегодня я на стеллаже. В буквальном смысле этого слова. Потому что я забралась на лестницу и пытаюсь рассмотреть, что здесь у меня происходит в моих зарослях. Несмотря на то, что за окном дождливо, прохладно, в наших тропиках все стабильно. Главное, чтобы у нас был свет, тепло и вода. И все будет отлично. Друзья мои, вот вам сразу же цветение прекрасной орхидеи Джулии. Она здесь расцвела среди прекрасных хой. Так, вчера мой вечер был посвящен вот этой прекрасной хоечке Абавати вариегати. Абавата вариегата, так ее звать. Она еще имеет сплэш. Вот, ребята, спросите, что я с ней вытворяла? А вытворяла я с ней следующее. Ее длинный ус бесхозно лежал на полке. Мне пришлось, используя крепеж, вот такой вот. Сейчас я проверю, хорошо ли он держится. Хорошо. Направить ее в сторону окна. Вот такая вот красота. Рассказывала вам я, что она пересыхает и вот так крутит листики. Когда начала я мониторить ее полив, посмотрите, листик выпрямился, новый. Старый лист уже не выпрямится, все, он скрутился, не хватало во время формирования и роста влаги, все, он вот такой останется. А новый уже растет так. Что мне нужно с ней предпринять в планах? Мне нужно ее пересадить, ребята. Видите, вот этот горшок совсем ей сейчас не, ну, как бы он подходит, но он уже полностью заполнен корнями. И поэтому количество воды, предлагаемой мною, не хватает. Не хватает, листья у нее очень красивые. И я хочу аккуратно, не снимая ее отсюда, перевалить в больший горшочек. Так что вот так. Дождик, дождик у нас идет. Так, кого я хочу вам еще показать здесь? Я вам хочу показать вот эту мою радость, которая здесь, конечно, прям уже приросла к полке. Я недавно их поливала, они все влажненькие. Смотрите, это акута вариегата. Она у меня очень долго не росла, вот, но очень медленно растет. Она, кстати, с Джулией здесь прям красивенько смотрится. И я прихожу и наконец-то вижу новый растущий вот такой розовый усик и новый листик. Вот этот усик, смотрите, вот он. Почему не могу взять ее в руки? Потому что здесь воткнут ей в горшок держатель, и к этому держателю пристегнуты усы ундулаты. Девочки, кстати, кто меня просил насчет среза ундулаты, вот она там внизу у меня стоит, капусточка, видите, вот она. Это у нее идет огромный ус, который обнял здесь Борнео Гунингадинг. Вот еще один лист, один узел еще здесь в зарослях. И пошел вот так наверх, вот в самый верх, вот сюда пошел. Слушайте, у нас такой ветер, ужас и дождь. И я вынуждена была приспособление такое придумать, дабы не трогать ундулаты ус. Вот он здесь заканчивается, и она якобы решила процвести. Но вы знаете, предыдущая попытка ее цветения, вот цветонос, вот опять она его набирает. В общем-то, она сбросила, не было освещения, неделю у нас не было света, на этой полке был только естественный свет от окна. И она уже сформировавшиеся бутоны, вот видите, какая она у меня, она называется ундулата Long Leaves. Она, ребята, сбросила. Вот этот ус, предыдущий я срезала, почеренковала. Девчонки у меня приобрели
ундулату этого вида Long Leaves. Надеюсь, что укоренили и все в порядке. Какой-то узел я отсылала укорененный. Кому-то срез достался, кому-то укорененный, в общем. Вот так. Это был первый мой опыт по укоренению узла ундулаты. Смотрите, какой красивый, да? И я довольна, у меня в тепличке получилось в торфе Классман укоренить ее без проблем. И, в общем-то, вот она вот этот второй уз дала, девчонки, я его вот так вот, и он пошел, и он уже, наверное, не знаю, ребята, 1,5 метра точно, я его не трогаю. А что там на краешке, я не пойму. Ну да, типа цветонос, что-то такое. И рядом вот этот усик, я не могла понять, чей он. Чей это усик? Это оказалось, что это моя любимая Борнео Гунингадинг. Гунингадинг, не знаю, как правильно произносить. Гора слоновой кости в переводе. Очень классная хоя. Загорашка. Девочки, классная, покупайте, приобретайте. Классная очень. Мне нравится ее такая расцветка. Смотрите, какие жилы, прорисовки. Цветет она так себе. Ну вот вижу, цветоносик очередной выдала. Но она что-то у меня падают бутоны. Не хочет. Может, я ее пересушиваю. Ну, в общем-то, она тоже вот здесь из узла вдруг выдала вот так, видите, усик пошел. Такой длинный уже. Я пока не трогаю, но уже уперся в потолок. В общем, красотки. Так, клем, так называют эту хою в узких кругах. Именно так, знаете, на стиле. Клем, слышала от блогеров. Клеменсиорум. Клеменсиорум это у меня Индонезия. Значит, он, конечно, я могу его взять в руки. Могу. Так, он ни за кого тут не запутался. А еще лучше я вот так развернусь от окна, будет лучше видно. В общем, я его просто, ус его непослушный, накручиваю и жду, пока этот ус обрастет листьями. Что характерно... Слушайте, я поливала, а он уже просох. Буквально за 2 дня. Ничего себе. Что характерно для этого вида хои? Конечно же, как и все, она любит влажное содержание, влажное. И когда у нас нет отопления в межсезонье и высокий процент влажности окружающей среды, 70, ну даже 60 плюс, она охотно начинает растить усики. Потом, через время, эти усики только начинают обрастать листиками. Вот это один из последних. Еще, по-моему, молоденький. Еще в смысле... Или вот этот последний. Те, которые мягенькие, те из последних. В общем, тоже такой крокодил интересный. Цвела. Вот ее цветонос несколько раз цвела. Запах специфический. Такого, знаете, сена мне напоминает. Запах сена. Так. Там у меня, кстати, давайте сейчас я пока его сняла, покажу вам, кто здесь у меня на заднем плане. Это мои любимые каудаты. Это каудата Silver. Видите? Вот так она немножко загорает под лампами. Вот такой пигмент выдает. И постоянно цветет. Ее цветение частое, на множественных цветоносах. И это белые цветочки с такой малиновой серединкой. Сейчас мы это не увидим, потому что цвела недавно и опять набирает цвет. Такая красота. Знаете что? Вот там у меня в отдалении стоит интересная хоя, которая, как оказалось, очень классно цветет. Но я еще этого цветения у нее не видела. Цветонос вон есть. Видите, вот цветонос. Но у меня осыпаются цветы. Что-то, видно, есть суховато. Думаю, что если цветы хои сыпят, значит сухо. Нужно ставить увлажнитель, я думаю, и снижать температуру воздуха. Здесь конкретно у меня недалеко от окна радиатор, поэтому у меня, вот смотрите, поэтому жарко и сухо. Вот смотрите, у меня Potsi Splash. Видите, такие белые пятнышки на листиках. А есть просто Potsi. Есть, по-моему, даже Silver. Или мне
знаете, столько всего есть. Ну, как обычно, есть вид хвои и есть вариации к нему. Варигатные, сплэшистые, альбомаргинатные, в общем, разные. И что меня, знаете, порадовало в этой хвое, в том, что она непривередливая, неприхотливая, с интересным листиком. И я недавно на Facebook увидела у девочек, как она обалденно цветет. Это, девчонки, вот такие, я сейчас попробую здесь вставить фотографию. Сделаю скриншот, покажу вам. Это просто невеста. Это белоснежные корзинки. Белоснежные. Вообще такая замечательная. Ты моя красота. Красота моя расцвела. Болела, болела. Ну и решила подцвести. Так. Здесь у меня на этой полке еще манипуренсис. И вы знаете, вот что-то начал на краешке желтеть, 2 листика. Вот я сняла, что-то вот. А так, в принципе, неплохо. Неплохо, медленно, но потихонечку растет и развивается. Слушайте, я не могу понять. Я буквально на днях поливала, и все уже подсохли. Это как понять вообще? Это что происходит? Здесь, наверное, просто очень-очень жарко. Неужели надо прям еще раз пройтись? Надо, наверное, еще раз эту полку пролить. Вообще удивительно, удивительно. Смотрите, у клеменсиорума из-за того, что я закрутила ус, видите, девчонки, мальчишки, он его краешек отсушил. Вот не любят они, когда их начинают крутить. Поэтому здесь, кстати, тоже он отсушил усик. Вот видите, это другой клеменсиорум. Он стоит ниже. Это ачих. Ачих, который выдал новый ус. Вот он, красавчик. Такой у него лист красивый. Смотрите. Большой, длинный лист. Уже плотный достаточно. Так. Смотрите, какой красивый лист у ачиха. Прям длиннющий. Сантиметров, наверное, 15. Да. Обалдеть. Это даже, знаете как какой-то внеплановый лист на ачихе, потому что в этом узле 2 листа уже есть. Вот они. И вдруг пошел 3. Вот так вот. Представляете? И вот такой вот огромный. Ну, видно, не хватало ему света, и он увеличил свою пластину. Вот так вот. Так, и я вам скажу, что я немножечко ус, который появился ниже осенью, я обрадовалась. Я его, получается, здесь прищипнула, так скажем, срезала черенок. И краешек от этого черенка, который без листьев, поставила в воду на укоренение. Проснулись вот эти корешки, вот эти почки, из которых появляются корешки. И я сейчас посадила этот, как бы, знаете, как вот краешек, вот такой вот краешек без листьев, посадила сейчас в грунт, в торф, классман и в тепличку. Ну, ребята, интересно, посмотрим, насколько вот живучее растение, сможет ли оно вырастить новое растение из кусочка побега. Там вроде как есть узелок. В общем, вот это ачих. У меня 2 клеменсиорума. Ачих, как вы знаете, многие собирают много разных, у меня только 2. И Индонезия. Какой из них красивший? Ну, я не знаю. Мне кажется, что они вроде как и разные, да? Видите, разные. Ну, вроде как видно, что один вид, разные сорта, что ли, так можно сказать, да? Напишите, знатоки, я правильно говорю? Вид хвои один, а разные сорта. Есть еще Red, но, внимание, то, что продается под названием Red, это просто в условиях их произрастания за счет активности солнечной и высоких температур, даже там не так солнце активно, как высокие температуры, высокая влажность, лист клеменсиорума приобретает красный оттенок. И поэтому его как бы продают под названием Red. Я думаю, что если взять
эти клеменсиорумы. И Индонезию. Они все из Индонезии, в принципе. Остров Сабах, правильно? И поместить эти клеменсиорумы в такие же условия, из которых приезжают к нам вот эти ред, по бешеной цене продаются, то мне кажется, что эти тоже станут ред. Тут, наверное, любой станет ред, и даже Борнео станет ред. Так, еще у меня кто здесь? Из моих любимок, это моя калистофила. Вот кто бы что ни говорил, калистофилы супер. Девочки, вчера вам не успела снять, не было время, но еще была в цвету корзинка. Так он красиво цветет и пахнет лаймом, мне так кажется, какими-то специями. Вот такой вот красавчик, крокодильчик. Калистофила калимантан. У меня еще есть вроде как Вена, так мне ее продали. Вена называется. Ну, а как там на самом деле, не знаю. Но еще один есть. Он отличается, он более темный, так скажем. Я его тоже тут почеренковала. Кто еще желает, могу черенки вот и с одним листиком черенок, и с двумя. Могу еще вам посрезать. Пишите в Facebook Аня Ярощук, добавляйтесь в друзья. Ой, девчонки и мальчишки, пришел Жорик с прогулки, промокший. Так, ребята, Жорку помыла, такой грязный пришел, набегался. Такой прям вообще. Хочу показать вам свою любимицу, еще одну, которая вот там спряталась. Это Caudata Gold. Ее еще называют Orange Flower. Классная. Вон вижу там цветоносик. И знаете, что она учудила после обрезки? Вот дала такой ус. Новые мягусенькие листики у нее здесь начинают формироваться, еще прям мягенькие. И этот ус, ребята, побежал наверх. И вот здесь зацепился за цветонос орхидеи. И вот так вот идет. Я не трогаю, потому что хочу, чтобы она сама, видите, какой усище туда пошел, чтобы она сама там, куда хочет, пускай ползет, я ей все разрешаю. Она у меня в таком большом горшочке с грунтом. Листья у нас красивые, такие плотные, вообще, как наждачная бумага такой. Ну, вообще, обалденная хвоя, она мне очень нравится. И многим из вас тоже. Вы меня поймете. Там на заднем плане у меня Рангсан. Сейчас мы к нему тоже доберемся. Так, Борнео аккуратно подвинем. Подвинем ундулату. Надеюсь, что у вас с ундулатами все в порядке. А вот и Жорка прибежал. Помыла ему лапы, был очень после дождя красивый парень. Вот я считаю, Рангсан тоже прекрасная хвоя с красивыми листочками. Цветет она не так, что прям красиво, но сама листовая пластина очень симпатичная. Хорошая такая, интересная, плотная. Прорисовка на листиках, видите, жилочки как видно. Классно. Рядом с ней еще одна моя любовь. Это Финлайсони. У кого целая подборка разных Финлайсони, тот меня поймет. Это прям такой крокодильчик. Крокодильчик с красивыми листиками. Цветет похоже, как калистофилы, мне кажется, и как клеменсиорум, и вот они все плюс-минус похоже цветут. Похожие у них корзинки, слегка разнится аромат. С обратной стороны листик опушенный, очень красивый. Такой вот, кто любит крокодильчиков, смотрите, по цене доступный крокодильчик, очень достойный. И растет без проблем. Вот смотрите, какой у меня ус пошел туда наверх, вон туда, пошел гулять. Обрастет листиками, будет красиво. Такая вот прелесть. Есть у меня еще хвоя, которая очень нравится мне. Это Сабах 961. Такая интересная. И слушайте, она неплохо растет. Стоит вообще
ниже уровня подоконника. И вот выдала такой ус. И смотрите, куда он идет. Идет дальше, дальше, дальше. И пока остановка в росте. Но я жду листиков. Вот уже начинают появляться у собак листики на узелках. Вот здесь. Но она прикольная. Она прикольная. Листики такие прям как картон. Интересные. Надо ее отстегнуть, продушевать. Красавица. И покажу вам еще одну свою фаворитку. Это Хоя Silver Dollar. Она, конечно, заслуживает внимания и бережного отношения. Почему бережного отношения? Потому что все касания, случайные, неудачные какие-то там соседства с какими-то растениями, у которых есть шипы, колючки, все отражается на ее листиках. Вот такая она у меня уже красотка. Были у нас сначала какие-то такие непонятные явления на листьях. Видите, вот то ли это я не могла приноровиться к поливу, то ли это солнечные ожоги. Ну, в общем, потом вроде дело пошло на лад. И вот смотрите, какой у нее интересный темный кантик на листьях. Какой-то лист получается побольше по объему, по величине, по площади, какой-то поменьше. Но она мне очень нравится, очень. Красивая, нарядная Хоя Silver Dollar. Рядом с ней здесь приехала с Северной Лоджии. Подарок мой. Это Хоя Kerry Splash. Единственное, что она меня немножко удивила, я не могу сказать разочаровала, удивила вот этим интересным вдруг просто без сплэша листиком. Видите, значит, создались такие условия в какой-то момент, в момент роста именно вот этого сердечка, что он не получил достаточно, возможно, освещения. Я не знаю, от чего зависит вот этот красивый сплэш на листиках хоечки именно Керри. Видите, вообще такое сердце. Ну, это просто великолепное. Великолепное. Смотрите, да? Очень нравится мне. Красивая. Я когда ее только получила в подарок, я сначала не могла понять, как ее поливать. Я сейчас, конечно же, стараюсь аккуратно с поливом, так как ее листья напоминают суккулентные растения, в них немалый запас влаги. Это касается всех хой этого вида. И поэтому излишний полив может только навредить, как случилось и у меня. И вот этот первый лист, он у меня, видите, покрылся вот такой вот грибковостью. Я лечила, топсин М наносила в виде пасты. И потом, значит, дела пошли лучше, потеплело, поменялось, так сказать, поменялись условия, стало тепло, не так влажно. И я поняла, что не надо сильно заливать, и вот у меня остальные листики пошли уже без такой вот грибковости. Жорка пришел пошалить. Аккуратно, Жора, здесь доллар. Так что вот такие, друзья, дела. Сразу покажу вам первый распуск этого сезона на дендробиуме нобеле. Порадуемся вместе. А Жорка, садовод, пришел все проверить. Так что, ребята, кому понравилось видео, ставьте лайкосик. Знаю, что любите видео про хоечки. Я сама люблю смотреть видео про хоечки. Действительно, сейчас немного любителей хой именно снимают видео про свои растения. Этого прям не хватает, этого контента на YouTube. Так что сижу здесь снизу и радуюсь в этот дождливый день, пасмурный, радуюсь своим тропикам. Всем шлю огромный привет, всем всего самого лучшего в наступившем новом году. Всех обнимаю, и мы с Жориком, так сказать, ждем вас в комментариях, ждем вас
на нашем канале. Пока-пока! Пишите о своем опыте выращивания этих прекрасных растений хой.